Вечером группа молодых людей собралась на лесной поляне, чтобы насладиться природой и провести время вместе. Они развели костер, его теплый свет и треск дров создавали атмосферу уюта и веселья. Смеясь и шутя, ребята делились историями о своих приключениях, пока не настал момент, когда один из них, Ваня, предложил рассказать страшные истории. Когда тишина окутала поляну, и только огонь продолжал трещать, вдруг из леса донесся странный звук. Это был вой, напоминающий стон, который заставил всех замереть. Девушки прижались друг к другу, а парни обменялись тревожными взглядами. Страх окутал компанию, и, несмотря на желание убежать, они решили остаться. Парни не хотели показывать слабость, и кто-то из них предложил проверить, откуда исходит звук. Собравшись с духом, они направились в сторону, откуда доносился звук. Проходя сквозь деревья, они наткнулись на овраг. Наклонившись, они увидели раненого волка, который лежал на земле, тяжело дыша. На его лапе был капкан, и, увидев это, парни поняли, что именно он издавал те жуткие звуки. «Мы должны помочь ему», — сказал один из парней, Игорь, и, не дожидаясь ответа, спустился во враг. Остальные стояли в напряжении, наблюдая за его действиями. Игорь осторожно подошел к волку и медленно и аккуратно освободил его от капкана. Волк издал тихий стон, но не проявил агрессии. В этот момент парни заметили, что волк — это волчица, и она была в состоянии родов. Неожиданно, в свете луны, волчица начала рожать. Ребята в удивлении стояли, наблюдая за тем, как на свет появляются 4 волчонка и 1 волчица. Их маленькие, пушистые тела трепетали, и волчица заботливо облизала их, наполняя лес звуками жизни и надежды. Парни поняли, что не могут оставить волчицу и ее потомство в бедственном положении. Они решили забрать волчат с собой, чтобы ухаживать за ними и дать им шанс на выживание. Вернувшись на поляну, они построили временное укрытие и принесли еду для волчат, стараясь создать для них комфортные условия. Время шло, и волчата росли. Однако однажды, когда ребята решили вывести их на прогулку в лес, один из волчат, самый любопытный, потерялся. Паника охватила компанию, и они начали его искать, зная, что лес полон опасностей. В это время волчонок заблудился и наткнулся на старую тропу. Он испугался и начал громко выть, надеясь, что кто-то его услышит. Его крики привлекли внимание волчицы, которая, несмотря на свою слабость, вышла на поиски своего потерянного малыша. Она следила за звуками и вскоре нашла волчонка, обняв его своим теплом и защитой. Тем временем ребята продолжали искать, и, услышав знакомый вой, направились в ту сторону. Они увидели волчицу, которая обнимала своего волчонка, и, осознав, что он в безопасности, облегченно вздохнули. Они поняли, что между ними и волками возникла особая связь, и теперь они стали частью одной большой семьи. С тех пор молодые люди продолжали ухаживать за волчатами, делая все возможное, чтобы обеспечить им безопасность и любовь. А волчица, несмотря на свои страдания, стала символом силы и материнской любви, которая всегда найдет путь к своему ребенку. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.